Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. В этом видео я предлагаю вам связать вместе со мной вот такой символ следующего 2024 года. Это дракончик. Большой, достаточно крупный. Его рост составляет 30 сантиметров. Давайте покажу его со всех сторон. У дракончика идут вязаные ручки, вязаные ножки, но и попришивать здесь тоже придется. У него пришивной хвостик, голова также пришивается к туловищу, вшивается вот такой язычок или губка нижняя, кто как называет. Пришиваются ушки, рожки и вывязывается вот такой гребень. Так, гребень вывязывается из туловища, а крылышки отдельно пришиваются. Не совсем простая игрушка, вам с ней все равно придется повозиться, но результат, я уверена, вас очень порадует. По расходу пряжи. Мне понадобилось на одного такого дракончика 1,5 мотка, но лучше иметь в запасе 2, потому что я вяжу плотно, у меня получаются петельки маленькие и, соответственно, расход пряжи чуть меньше. Если вы вяжете свободно, то берите 2 мотка, чтобы вам точно хватило. Я использую вот такую пряжу Woolens Bunny. Номер цвета этот 146. Красивый такой фисташковый оттенок. 1,5 моточка. Из дополнительного я взяла на вторую свою игрушку вот такой Woolens насыщенного желтого цвета. Номер здесь идет 114. Но желтого цвета понадобится совсем немного. На коготочки, на рожки, на гребень и на крылышки. Очень мало. Дракончика я буду вязать крючком 4 мм. И еще нам понадобятся глазки. Вот такие. С блестящей красивой вставочкой. Вы, конечно, можете использовать на свое усмотрение. Можно взять и просто черные, но вот такие смотрятся намного выигрышнее. Глазки размером 20 мм. Также еще понадобится ниточка. Я использовала Yarnart Jeans черного цвета для оформления. Плюшевая пряжа белого цвета, совсем немножко, мы будем вышивать веки. Ну и вроде бы на этом все. Если в процессе вязания у вас возникнут какие-либо вопросы или сложности, обязательно пишите мне об этом в комментариях, я все подскажу. Приятного вам вязания! Начинаем вязать ножку. Вот так она выглядит. Пальчики вывязываются сразу же, поэтому берем пряжу основного цвета и пряжу дополнительного цвета. Начинаем с кольца амигуруми. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий. Затягиваем немного, придерживая вот этот первый столбик. Дальше в это же кольцо вяжем 4-й столбик, 5-й и 6-й. И уже до конца затягиваем. Вот что у нас получилось. Ставим маркер. Я всегда ставлю на последний столбик в ряду. Вы можете ставить где вам удобнее. Знаю, что некоторые ставят на первый столбик. Так, вяжем второй ряд. 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. В итоге в ряду у нас получается 12 столбиков без накида. Первая прибавка. В следующую петлю. Вторая прибавка. В следующую петлю третья и так далее до конца ряда. Всего 6 прибавок. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Так повторяем 6 раз. Провязываем первый раз 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Также вяжем дальше. Второй раз 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Третий раз столбик без накида, прибавка. Так довязываем до конца ряда. В итоге получается 18 столбиков.
В четвертом ряду провязываем 2 столбика без накида прибавка. Также повторяем 6 раз. Первый столбик в следующую петлю, второй столбик и в следующую петлю прибавка. Второй раз вяжем. Один столбик в следующую петлю, второй столбик и прибавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге получается 24 столбика без накида в ряду. В пятом ряду мы вяжем 7 столбиков без накида прибавка. Так повторяем 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и вяжем прибавку. Повторяем так до конца ряда. И еще получается 2 раза. И в итоге получится 27 столбиков. Следующий ряд 6 мы будем провязывать только за заднюю полупетельку. Получается, вот у нас столбик делится на переднюю полупетлю и на заднюю. Переднюю мы оставляем не провязанную, захватываем только заднюю полупетлю. Это будет только единственный вот такой ряд. Все остальные вяжем как обычно. Плюс ко всему в этом же ряду у нас будут вывязываться коготочки. Тут надо быть внимательнее. Так, провязываем 4 столбика без накида за заднюю полупетлю весь ряд. Первый столбик, второй, третий и четвертый столбик я до конца не довязываю. Получается, захватываем нить, вытягиваем, оставляем 2 петли на крючке. Присоединяем нить дополнительного цвета и уже закрываем этот столбик этой дополнительной нитью. Подтягиваемся. Дальше начинаем вывязывать коготок. Делаем накид, вводим крючок, захватывая заднюю полупетельку. У нас получилось 3 петли на крючке, провязываем первые 2. Все, оставляем. Дальше снова делаем накид, и в эту же петлю также мы вытягиваем накид. Провязываем 2 петли на крючке. Вот сейчас всего получается 3. Еще один раз делаем накид, в эту же петлю вытягиваем и провязываем 2 петли. Все, в итоге у нас на крючке получилось 4 петли. Мы возвращаем ниточку основного цвета и уже провязываем все вместе этим основным цветом. Дальше вяжем, захватывая задние полупетли, следующий столбик, первый, в следующую петлю второй, но до конца его не довязываем. Присоединяем нить дополнительного цвета. И снова так же, как с первым коготочком, делаем накид, провязываем первый раз, делаем накид в эту же петлю, провязываем второй раз, делаем накид и в эту же петлю провязываем третий раз. 4 петли на крючке, провязываем вместе с зеленым цветом. Опять 1 столбик в 6 ряду за заднюю полупетельку. Следующий второй столбик не до конца вяжем. Вот что получается. Вяжем третий коготок. Точно так же. Накид первый раз. Накид второй раз. Накид и третий раз. Провязали полустолбик. 4 петли закрываем зеленым цветом. Дальше уже довязываем до конца ряда оставшиеся 16 столбиков без накида. Нить дополнительного цвета сразу ввязываем. Ее уже можно будет обрезать. Второй столбик за заднюю полупетлю.
третий, 15 и 16 столбик. Закончили вязать ряд. Вот так выглядит ножка. Дальше следующий ряд 7. Провязываем 27 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и так далее до конца ряда. Восьмой ряд вяжем 7 столбиков без накида, убавка. Повторяем 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и провязываем убавку. Я вяжу ее, захватывая только передние полупетельки. Вот таким образом. Довязываем так до конца ряда. Еще 2 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и убавка. Вы можете провязывать убавку привычным способом, вытягивая нить сначала из одной петли, потом из второй, провязывая вместе. Вот так она более заметная, поэтому я пользуюсь вот таким способом. Захватываю переднюю полупетлю на одном столбике и переднюю полупетлю на втором столбике. Вытягиваю нить. Вот видите, у меня получается всего 2 петли на крючке. Вот такая убавка. Получилось в этом ряду 24 столбика без накида. Следующий ряд 9. Провязываем убавка 2 столбика без накида 4 раза. Вяжем убавку. Первый столбик, второй. Следующий, второй раз вяжем снова убавка. Первый столбик, второй. Третий раз. Убавка. Первый, второй столбик. И 4-й раз провязываем убавку. Первый, второй столбик. Далее довязываем до конца ряда 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик. Получилось в этом ряду 20 столбиков без накида. В следующем ряду 10 провязываем подряд 6 убавок. Первая убавка, вторая, третья, четвертая,
5 и 6 убавка. Довязываем до конца ряда 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. Получилось в этом ряду 14 столбиков. Вот такая у нас деталь. Следующие два ряда, 11 и 12, провяжите по 14 столбиков без накида. И можно уже добавлять наполнитель в нижнюю часть ножки. В 13 ряду мы уже провязываем прибавки. Вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем так 7 раз. Один столбик, в следующую петлю прибавка. Так чередуем до конца ряда. В итоге получается 21 столбик без накида. В 14 ряду провязываем 6 столбиков без накида, прибавка. Так повторяем 3 раза. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и прибавка. Вяжем так еще 2 раза. В итоге получается 24 столбика без накида. Следующие 3 ряда, 15, 16 и 17, провяжите по 24 столбика без накида. Провязали. Следующий ряд 18, вяжем 6 столбиков без накида, убавка 7 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и провязываем убавку. Также вяжем до конца ряда, в итоге получается 21 столбик. В 19 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка 7 раз. 1 столбик, в следующую петлю убавка. 1 столбик, убавка. Так повторяем до конца ряда. В итоге у нас получится 14 столбиков без накида. Довязали по наполнителю. Смотрите, нижняя часть у меня наполнена очень плотно. Ну, не прям, чтобы она каменная, но плотненькая. А вот верхняя часть уже более свободная, но не пустая. И вот здесь где-то в последних 2 рядах у меня совершенно нет наполнителя. Да, где-то вот последние 2 ряда и плюс вот этот. Ну, тоже его посчитаем. 3 ряда без наполнителя. Здесь слабо. Ну, вот, я думаю, вы видите то, что я нажимаю там. Его не так много. Вот так же делаем на этой ножке. Следующий. Так, вяжем убавку. 5 столбиков без накида. Так повторяем 2 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И второй раз вяжем также убавка 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь складываем детали пополам ровно по середине второго коготочка. Вот так. То есть сзади ровно по пяточке. И смотрим, сколько нам столбиков необходимо провязать до вот этой части. У меня выходит 3. Сейчас посмотрим, или 2, или 3. Первый столбик, второй, да, и третий. Все, вязание у меня заканчивается как раз на середине коготочка.
Смотрите по своему вязанию, как у вас смещаются столбики. У вас может быть другое количество. Может быть, надо будет провязать все 5 столбиков до вот этой части. Получается как раз вот до середины второго коготка. Выровняли. Теперь вяжем, захватывая обе стороны. Получается, захватываем следующую петлю и последнюю. Провязываем вместе первый столбик. Дальше также вводим крючок под одну сторону и под вторую. Вот так. Провязываем второй столбик. Всего должно получиться 6. Третий. Четвертый. Пятый. И 6. Воздушная петля. Нить вытягиваем и обрезаем. Длинный хвостик оставлять не нужно, потому что ножку мы ввязываем. Все, вот такая деталь у нас получилась. Вяжем 2 ножки. 2 нижние лапки связали, переходим к верхним. Вот так они выглядят. Первую лапку я уже связала. Здесь тоже вывязываются коготки. Немножко другим способом. Также покажу вам сейчас все. Начинаем основным цветом. Делаем кольцо амигуруми. И в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, подтягиваем, четвертый, пятый, шестой. Второй ряд вяжем 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. Получается в итоге у нас 12. Четвертая прибавка, пятая и шестая. Следующий ряд третий. Вяжем 1 столбик без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик в следующую петлю, прибавка. Столбик в следующую петлю, прибавка. Вяжем так до конца ряда. Получается 18 столбиков без накида. В следующем ряду будем вывязывать коготки. Ряд вяжется 4 за заднюю полупетельку. Провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. До конца не довязываем. Присоединяем нить желтого цвета. Все, завершили этот столбик. Теперь начинаем вывязывать коготочек. В ручке они меньшего размера, чем в ножке, поэтому вяжу я их немножко по-другому, без накида. Вводим крючок в следующую петлю за заднюю полупетельку, вытягиваем нить и провязываем только 1 петлю на крючке. Вот таким образом. В эту же петлю снова вводим крючок, вытягиваем нить и опять провязываем только вот эту вытянутую нить. Вот так. И еще 1 раз третий также вводим крючок, вытягиваем нить, провязывая 1 петлю. На крючке получилось 4 петли. Берем ниточку зеленого цвета и все вместе протягиваем уже зеленым. Получился просто не такой высокий коготочек. Дальше в следующую петлю
Зеленым цветом мы начинаем вязать столбик без накида, но до конца не довязываем, а возвращаем желтый. Потому что между коготками всего один столбик. Второй коготок вяжем таким же образом. Вытягиваем нить, провязываем ее. Сюда же вытягиваем нить, провязываем ее. И третий раз вытягиваем нить и провязываем только эту одну петлю. 4 на крючке, закрываем их зеленым цветом. В следующую петлю 1 столбик без накида, не довязанный, зеленым цветом довязываем желтым и делаем третий коготочек. Первый вытянули, провязали, второй раз вытянули, провязали и третий раз вытянули, провязали. Все, возвращаем зеленый, закрываем эти 4 петли и возвращаемся уже довязывать оставшиеся до конца ряда столбики. Их всего должно получиться 9. Желтую ниточку обрезаем и ввязываем. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Вот такой ряд получился. На ножке были вот такие большие коготки, а здесь у нас маленькие. Следующий 5 и 6 ряд провяжите 2 ряда по 18 столбиков. В 7 ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка и повторяем так 6 раз. 1 столбик, убавка. Дальше второй столбик, убавка. Вяжем так до конца ряда, получается 12 столбиков. И следующий ряд 8 провяжите 12 столбиков без накида. Вот такая деталь у нас уже получается. Можете добавлять наполнитель в нижнюю часть ручки. Вяжем дальше следующий ряд, 9. Провязываем 1 столбик без накида, прибавка. Дальше вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Снова провязываем прибавку и довязываем до конца ряда 3 столбика. Первый, второй, третий. В 10 ряду провяжите 14 столбиков без накида. В 11 ряду вяжем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10, 11 и 12. Дальше мы вяжем 2 полустолбика с накидом. Обратите на это внимание, что мы всю деталь вяжем столбиками без накида. Сейчас вяжем 2 полустолбика с накидом. Первый и второй. Это мы вывязываем локоточек. Все, довязали этот ряд. Следующий 12 ряд. Вяжем снова 2 полустолбика с накидом. Первый, второй.
Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Теперь снова вяжем 2 полустолбика с накидом. Первый и второй. У нас также получилось 14 столбиков в этом ряду. Следующий ряд 13. Вяжем 2 полустолбика с накидом. Первый, второй, 2 столбика без накида. Первый, второй. Теперь вяжем подряд 6 соединительных столбиков. Первый, сильно их затягивать не надо. Второй, чтобы потом было несложно вязать следующий ряд. Третий, четвертый, пятый, шестой. И довязываем до конца ряда 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Все, дальше мы уже вяжем, как обычно, столбиками без накида. Всю оставшуюся часть. Получилось сейчас у нас 14 столбиков в этом ряду. Следующие ряды с 14 по 18, это всего 5 рядов, провяжите по 14 столбиков без накида. Получается, вяжем первый столбик, второй, уже без накида, третий, четвертый, соединительный столбик вяжем. Ну, как бы несложно его вязать, просто захватываем 2 вот этих петли. Пятый столбик без накида. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. 10. Видите, у нас осталась вот такая прям заметная хорошо складочка. А здесь наоборот идет выпуклая часть. 11, 12, 13 и 14. Это мы сейчас с вами провязали один ряд, еще 4 ряда провязываем точно так же по 14 столбиков. Провязали, добавляем наполнитель, прям формируя вот эту локтевую часть. Получается, добавляем везде внизу, здесь у меня плотно, здесь уже не так сильно. И теперь добавляем наполнитель не просто вот так прямо, а специально большую часть проталкиваем вот сюда, вот в эту выпирающую часть. Вот так. Здесь стараемся не добавлять, чтобы не выпирало. Все. Верхние ряды сильно не набиваем. Провязываем следующий ряд 19. Вяжем убавку. Пять столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Второй раз точно так же провязываем убавку. 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Складываем деталь пополам. Опять ориентируемся на средний коготок.
второй. Мне не нужно провязывать дополнительные столбики, вязание заканчивается ровно посередине. Если у вас заканчивается раньше вязание, то довязываем дополнительные столбики, чтобы вышло вот так. Все, выровняли необходимым количеством столбиков. Дальше складываем деталь пополам и провязываем вместе 6 столбиков без накида, так же как это мы делали на ножке. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Воздушная петля, нить вытягиваем и обрезаем. Ручки тоже ввязываются. Вот что у нас получилось. Вяжем точно такую же вторую верхнюю лапку. Дальше мы с вами вяжем хвостик. Для начала берем нить дополнительного цвета. Делаем кольцо амигуруми. И в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Затягиваем кольцом. В следующем втором ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Так повторяем 3 раза. Первый столбик, в следующую петлю вяжем прибавку. Второй столбик, в следующую петлю прибавка. И третий раз. Столбик, прибавка. Получилось 9 столбиков. Следующий ряд третий. Вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Также 3 раза. Первый столбик, второй и прибавка. Вяжем так до конца ряда. Получается 12 столбиков. В четвертом ряду провязываем 3 столбика без накида, прибавка. Также 3 раза. Первый столбик, второй, третий, прибавка. Вяжем так до конца ряда. Получается 15 столбиков без накида. В пятом ряду провязываем 4 столбика без накида, прибавка. Тоже 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, прибавка. Довязываем ряд до конца, получается 18 столбиков. В следующем ряду мы будем уже вывязывать основную часть хвоста. Вяжем 1 столбик без накида, не до конца, и меняем нить на цвет основной. Желтую ниточку мы выводим на лицевую сторону и оставляем. Провязываем зеленым цветом первый столбик, второй и третий. Хвостик сразу же ввязываем. Дальше отсчитываем на желтом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В общем, пропускаем эти 6 столбиков. Вот таким образом. Вяжем снова зеленым цветом первый столбик, второй и третий. Посчитайте, с этой стороны желтый цвет также должно быть 6 столбиков. Здесь нить желтого цвета я
оставляю подлиннейший хвостик и обрезаю. Пока что тут пусть она вот так и остается на лицевой стороне. Это мы сейчас с вами провязали первый ряд основной части. Но я считаю от начала желтого, поэтому это был ряд у нас 6. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, это 6. Все, вяжем дальше теперь уже все время зеленым цветом. 7 ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. Присоединяемся вот в этот первый. И вяжем уже по кругу. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Следующий ряд 8. Вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Второй раз. Столбик, в следующую петлю прибавка. И третий раз. Столбик, прибавка. Получилось в этом ряду 9 столбиков. Следующие 9, 10 и 11, всего 3 ряда, провяжите по 9 столбиков без накида. В 12 ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, прибавка, первый столбик, второй, прибавка и третий раз. Первый, второй и прибавка. Получилось 12 столбиков. Следующие ряды 13, 14 и 15. 3 ряда. Провяжите по 12 столбиков. Провязали. Уже вот такая деталь получилась. Дальше вяжем следующий ряд. 16. Провязываем 3 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий, прибавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге получается 15 столбиков, и следующие 2 ряда, 17 и 18, провяжите по 15 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд 19, вяжем 4 столбика без накида, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем прибавку. Также повторяем до конца ряда еще 2 раза. В итоге получится 18 столбиков, и следующие ряды 20 и 21, 2 ряда, провяжите по 18 столбиков. Следующий ряд 22, провязываем 5 столбиков без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. Так повторяем еще 2 раза до конца ряда. Провязали. Следующий ряд. Смотрим внимательно. Вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Складываем деталь пополам, и она у нас должна быть ровно со стрелкой. Там же, где заканчиваются края стрелки, там же должно закончиться вязание. Если вам необходимо, провяжите больше столбиков. Так, 2 провязали, сравняли. Теперь вяжем 9 соединительных столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой,
7, 8. Давайте оставим 8. Думаю, достаточно 8 соединительных. И теперь вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. Разворачиваем вязание, вяжем по внутренней стороне. Воздушную петлю мы не вязали, поэтому первый столбик пропускаем, начинаем вязать со второго. Вяжем первый столбик без накида. Сейчас объясню, для чего мы это делаем. Второй столбик, третий, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик. Соединительный. Разворачиваем вязание. Теперь уже вяжем по лицевой стороне. Первый опять пропускаем и вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и соединительный столбик. Воздушная петля. Все, мы закончили хвостик. Если вы будете пришивать этой же ниточкой, то оставляем длинный хвостик. Если будете пришивать ниткой в тон полухлопковый, то оставляем хвостик короткий. Я буду пришивать этой же ниточкой. Так, вытягиваем. И вот смотрите, что у нас получилось. У нас здесь нет ровного края на хвостике. Вот так. Если был бы ровный край, то пришивая хвостик к туловищу, он был бы вот так ровно. А мы будем пришивать, он у нас уже сразу будет смотреть вниз. Я покажу потом подробно момент пришивания. Дальше мы возвращаемся к ниточке желтой, оставленной. Берем иглу. И нам нужно сшить вот эти оставленные на стрелке отверстия. Просто захватываем обе стороны. Вот таким образом. Дальше переходим на вторую сторону. И здесь точно так же. Сшили. И ниточку прячем между столбиков. Хвостик готов. Нижнюю часть я не наполняю. Вот здесь часть я тоже не наполняю. Если только прям совсем чуть-чуть. Добавляю вот в верхнюю часть. Особенно вот здесь уже хорошо плотно его формирую. Наполнитель. А здесь у меня хвостик свободный, чтобы он имел возможность вот так спокойно сгинаться, разгинаться. Все. Пока оставляем хвостик в сторону и будем заниматься телом, вязать его. Мы связали ручки, ножки, хвостик. Теперь переходим к вязанию туловища. Делаем кольцо амигуруми.
В это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо затягиваем. Вяжем следующий ряд второй, подряд 6 прибавок. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, и шестая. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка 6 раз. 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка и так далее. В итоге получается в ряду 18 столбиков. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка, первый, второй и прибавка. Также повторяем до конца ряда. В итоге получается 24 столбика. В пятом ряду провязываем 3 столбика без накида, прибавка, первый, второй, третий, прибавка. Также вяжем до конца ряда. Всего получается у нас 6 раз провязывается 3 столбика, прибавка. В итоге получается 30 столбиков. В шестом ряду вяжем 4 столбика без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, прибавка. Также вяжем до конца ряда. В итоге получается 36 столбиков. В седьмом ряду вяжем 5 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Второй, третий, четвертый, пятый и прибавка. В итоге получается 42 столбика без накида. В восьмом ряду вяжем 6 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и прибавка. Также повторяем до конца ряда. В итоге получается 48 столбиков. Провязали. В следующем ряду, девятом, мы будем ввязывать ножки. Берем ножку, коготочки смотрят вперед. Пяточка у нас остается сзади. Захватываем петлю на ножке крайнюю и захватываем петлю на туловище. Провязываем вместе первый столбик. Дальше точно так же подхватываем второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Вот что получилось. Дальше провязываем по туловищу, по передней части 18 столбиков без накида. Первый, второй, 17 и 18 столбик. Берем вторую ножку, коготочки должны смотреть в одну сторону. Провязываем также вместе петли ножки и туловища 6 столбиков. Первый, следующий столбик, второй. Дальше опять захватываем ножку и туловище. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Провязали.
Ввязали обе ножки. Дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 18 столбиков. Все, провязали весь этот ряд до конца. Вот так выглядит у нас деталь. Продолжаем вязать дальше. С 10 по 12, это у нас 3 ряда, провяжите по 48 столбиков без накида. Провязали 3 ряда. Следующий ряд вяжем 13, провязываем 6 столбиков без накида, убавка на 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вяжем убавку. Довязываем так ряд до конца. Получается 42 столбика, и следующие 14 и 15 ряд провяжите по 42 столбика без накида. В 16 ряду вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И сейчас будем провязывать убавки на животике. Смотрите, чтобы у вас они располагались ровно посередине между ног. Получается начало от середины первой ноги и заканчиваются на середине второй ноги. Вяжем 1 столбик без накида, убавка на 6 раз. 1 столбик. Убавка. Второй столбик. Убавка. Третий столбик. Убавка. Четвертый столбик. Убавка. Пятый столбик, убавка, и шестой столбик, убавка в начале ноги. Ну и здесь убавка была, в принципе, одинаково. Так, дальше довязываем до конца ряда оставшийся 21 столбик без накида. Первый, второй. Все, довязали, получилось 36 столбиков. Вот так выглядит у нас сейчас туловище. Вяжем следующий ряд, 17. Также будем делать убавки посередине. Вяжем 1 столбик и дальше провязываем 1 столбик без накида, убавка 6 раз. 1 столбик, убавка. Второй столбик, убавка. Третий столбик, убавка. Четвертый столбик, убавка. Пятый, убавка, и шестой столбик, убавка. Довязываем до конца ряда оставшиеся 17 столбиков без накида. Первый, второй, 15, 16 и 17 столбик. Все, провязали эти ряды. Вот так должно получиться. Следующие ряды с 18 по 21, это 4 ряда, провязываем по 30 столбиков без накида. И можно уже наполнять нижнюю часть. Провязали. Вот что получается. Добавляйте наполнитель, уже хорошо формируйте нижнюю часть, выпуклый вот этот животик. Я наполнитель буду добавлять уже в конце вязания, после того, как закончу, потому что если я добавлю его сейчас целиком, то вязать мне будет уже слишком тяжело на камеру.
Так что добавляйте наполнитель сколько нужно уже сейчас. Вяжем следующий ряд 22, провязываем 3 столбика без накида, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий и вяжем убавку. Также повторяем до конца ряда. Получается у нас 24 столбика. Довязываем так ряд до конца. И следующий 23 ряд нам нужно провязать 24 столбика без накида. Но из-за того, что мы сразу будем ввязывать ручку, потом уже в 24-м, 24 столбика может быть много. Поэтому давайте пока провяжем 20, чтобы не распускать. В общем, вяжем 3 столбика без накида, убавка до конца ряда. И следующий ряд 20 столбиков без накида. Вязали. Всего у нас сейчас получилось 23 ряда. В следующем ряду 24 мы ввязываем ручки. Вот 23 мы не довязали 4 столбика. Сейчас нужно посчитать, где у нас будут располагаться ручки. Получается, спереди и сзади у меня между ручками остается 6 столбиков. И сами ручки также занимают по 6 столбиков. Получается, спереди находим середину. У меня вот эта серединка. Теперь отсчитываем первый, второй, третий столбик. Это будет начало туловища. Вот эти столбики у нас пойдут на ручку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков. Получается, мне сейчас нужно один довязать. Все, в этом ряду у меня недовязанные 3 столбика остаются, потому что мы будем сейчас ввязывать ручку. Вы тоже свои распределите, чтобы они находились ровненько посередине. Берем первую верхнюю лапку, коготочки смотрят в одном направлении с ножками, и провязываем 6 столбиков, захватывая петли верхней лапки и туловища. Первый столбик. Ой, как мне неудобно. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И 6 столбик. Все, ручку ввязали. Дальше по передней части тела мы вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, вот он у меня посередине, четвертый, пятый, 6. Берем вторую ручку и также ввязываем 6 столбиков вместе с петлями верхней лапки и тела. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Дальше довязываем оставшиеся на туловище 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Все, закончили вязать этот 24 ряд. И нам осталось провязать всего лишь один ряд, 25. Вяжем 2 столбика без накида, убавка. И так повторяем 6 раз. Первый столбик, второй и вяжем убавку.
Вяжем так до конца ряда. Получается в итоге 18 столбиков в ряду. Закончили этот ряд. В следующую петлю провязываем соединительный столбик, воздушная петля и вытягиваем ниточку необходимой длины. Если вы будете пришивать голову этой же нитью, то вытягиваем длинную. Если нет, то короткий хвостик. Я буду пришивать ниточкой Yarnard Jeans в тон тела. Все, поздравляю, мы с вами связали основную часть динозаврика. Наполняем полностью до шеи, добавляем наполнитель. Вот что у нас с вами получилось, плюс еще хвостик. На этом все. В следующей части мы уже с вами будем вязать голову и полностью оформим нашего замечательного динозаврика. Всем спасибо за совместное вязание. Увидимся во второй части.